Ну что, TerraMaster F4 SSD. Да, вот это вот NAS сервер, вы правильно поняли, он такой маленький. Это полноценный NAS сервер на 4 диска, M2 NVMe SSD, на 32 терабайта общей емкости. Плюс можно 32 гигабайта оперативной памяти DDR5, кстати, сюда поставить. И плюс еще возможно транскодирование видео в 4К в режиме реального времени, потому что здесь 16 исполнительных ядер на GPU, на Intel N95 процессоре, кстати. Слушайте, ну настолько прикольная штучка. Я делал когда-то обзор на F8 SSD+, по-моему, не помню уже, кстати, в описании под видео, если лисичка не забудет, она вам ставит этот обзорчик на F8 SSD на TerraMaster. Но очень интересная, прикольная тема. Почему? Потому что он позиционируется как домашний. Это не корпоративный сегмент. При том, что имея 4 вот этих вот SSD диска, которые вам не нужно покупать вот конкретно, как у конкурентов, именно TerraMaster. Нет, вы можете ставить любые. Вы можете на нем, знаете, что делать? Вы можете хостить сайты, вы можете бэкапить фото, вы можете бэкапить файлы, вы можете пользоваться Plex сервером, вы можете поднимать свой VPN сервер, вы можете делать все, что угодно. На самом деле это очень универсальное, классное средство, при том, чтобы его разобрать, вы сейчас это еще на распаковочке увидите комплектность, вам ничего не надо. Вы просто вот так вот достали, и все, у вас вот 4 дисков. Я специально разношерстные ставил. И плюс еще и один, кстати, у меня мертвый. Я думал, он поднимется здесь, но, к сожалению, он мертвый. Но, кстати, прошел тест на мертвый, он его просто-напросто не видел, и все. И для него, для меня его, вернее, для него его не существовало, потому что он изначально... TerraMaster может работать, но не воскрешать? Да, воскрешать никто не умеет, к сожалению. Очень жалко. Но это прям очень-очень интересно. Слушайте, сейчас мы с вами пройдем, возьмем его, распакуем, посмотрим его интерфейсы, установим диски и пойдем потестируем, и там же сделаем выводы. Но перед этим, конечно же, подпишемся и нажмем колокольчик. Очень интересно для меня именно мультимедийная реализация, потому что мы покажем и взаимодействие с ТВ-боксом, ну и ссылки в описании под видео. Все, ребят, переходим. А вот он, красавчик, 4-бейный All SSD NAS. На TOS 6, как мы видим, 4К энкодинг для видео, 19 дБ это очень тихий, и 5-гигабитная сеточка. Вот такой вот красавчик, TerraMaster F4 SSD NAS. Хорошо, теперь больше у нас здесь ничего не написано, и давайте открывать его. А ну-ка, кстати, как красиво запечатано, видел? Смотрите, вот такая вот штучка. Вот это уже уровень они начали делать. Ну, конечно, это такой, знаете, веселый момент. Теперь открываем. Оп. Какой он прикольный, слушайте. Я думал, что он большой. Маленький, смотри, какой он классный. USB 10 Gbps, Type-C-шка есть. 2 Type-A есть вот таких вот. Потом LAN RJ45 на 5 гигабит, кстати, нестандартное решение, но очень крутое. HDMI и есть у нас, что здесь, ну, разъем питания. Снизу 2 охладителя, спереди название, сверху. Вот это, кстати, классное охлаждение сделано. По принципу конвекции оно будет захватывать холодный воздух снизу и выкидывать его сверху. Вот эта тема вообще. Давай посмотрим сразу комплектажку. Так, слушайте, упаковка прям топа. Коробочка. Вот смотри, а ну давай, угадай. Вот мы сейчас открываем, а знаешь, что там? Автомобиль! А ты что хотела сказать? Комплект! Комплект Автомобиль. белья? Все, давай дальше. Так, смотрим. У нас есть такой блок питания на 48 ватт. Нифига себе. Есть у нас LAN RJ45 кабель, CAT6. Класс, слушай, а какой кабель? Подожди. По маркировке CAT6. Есть крепежные элементы, такие 2 винтика, и есть даже отверточка. А вот за это огромное спасибо. А ну давайте. Сейчас мы его вскроем и посмотрим, что у нас там в середине. А смотрите, что я набрал. Я набрал разношерстных SSD-шников для того, чтобы сразу понимали, что вот нету здесь, как, например, у конкурентов, у TerraMaster, о том, что там нифига себе нужно покупать только фирменные SSD. Нет, TerraMaster так не делает. Они делают это все умнее и лучше. Засовывайте все, что хотите. Ой, Леночка, что-то у тебя сегодня страшно так все это звучит. Так, у нас есть интересный момент. Память
Здесь у нас стоит DDR5 8 гигов к MOS батарейка. Мы видим, кстати, смотрите, какая плата. Без подтеков, без остатков флюса. Смотрите. И 4 SSD-шника сюда. А знаете, почему я вот вам сейчас это показываю? Потому что я сюда даже влеплю SSD-шник с радиатором, если очень быстро. Да? То есть здесь сделано все очень-очень по уму. Ставим память назад. Вот прям очень по уму. Смотрите, как все удобненько. Так, в отличие от NASA на 8, у нас здесь нету радиаторов дополнительных. Но это нас не смущает, потому что здесь конвекция интересная. Будут охлаждаться нормально. Ставим все все SSD-шечки, которые у нас есть, разношерстные. Так, а вот, кстати, вот эти штучки, они дополнительные. У нас эти винтики есть. О, смотри, вот этот как стал. Смотри, как идеально становится даже с радиаторами. Даже с радиаторами SSD. Смотри. Вообще топ. И он спокойно становится, охлаждается это снизу вверх, то есть они под активным охлаждением, то есть они греться вообще не будут. В общем, я готов его уже включать, настраивать и проверять. Собираем и переходим на тест. Так. Начинаем с просмотра того, что нам заявляет сам производитель. F4 SSD, все красиво, 4 ядра, 4 потока. У нас 16 исполнительных юнитов на GPU и 8 гигабайт DDR5 памяти с 5 гигабитным портом M2. Мы уже говорили, интерфейса X4, их 4 штучки, 4К мультимедиа поддерживается. Слушайте, домашний дата-центр, но не видите, его позиционируют как домашний. Для бэкапа, для скажем так, копирования, да, для работы с 4К фильмами. А вот, конечно, 5 гигабит сеть, это по-домашненькому, так, знаете, давайте чуть меньше сделать, чтобы было виднее. Индивидуальные аккаунты для каждого пользователя семьи, супер вопрос. Автоматическая мобильная синхронизация фото, у него есть приложение, да ладно, слушайте, Tinas Mobile App, сейчас мы найдем. Tinas Mobile есть, на него Tinas Mobile сейчас загружаем, хорошо, пускай будет. Насчет фото с искусственным интеллектом, да, это есть у них фишка, короче, вот очень по типу Google фото, отлично. Ну и поддержка, видите, MB сервер, Jellyfin, простой у нас UPnP, DLNA и Plex поддерживается. Также, что у нас тут? Легкий доступ с персонального компьютера. Кстати, там есть даже приложение. И есть у нас интеграция. Поддерживает T-Rate и T-Rate Plus. Слушайте, а это, кстати, прикольно. RAID у нас на SSD это еще та штука, конечно. Легкая инсталляция и больше ничего такого нету. Давайте в спецификациях посмотрим. Мне все-таки интересны уровни RAID. Intel N95, максимально до 3,4 ГГц. А вот насчет кодеков, это вообще прикольно. Он поддерживает MPEG-4, H265, H264, транскодирование 4К в режиме реального времени до 60 FPS. Смотрите, системная память у нас 8 гигабайт, прединсталлированная 8, и можно догнать до 32 гигов DDR5. Меня интересует поддержка. Смотрите, внутренние диски могут быть BTRFS и X4 дисковые системы, а внешние он поддерживает X3, X4, NTFS, FAT32, HFS, BTRFS, короче, он поддерживает все фактически. PCI-Express 3.0 X2 и PCI-Express 3.0 X1. То есть вот таким вот образом у нас разделены два диска X2, два диска X1. Но в принципе, учитывая то, что вы к ним обращаетесь из сети, а не снутри компьютера, то у нас получается ситуация в том, что и не надо нам немножко больше. X4 нам не дало бы прироста. То есть реализация сложнее, дороже, а не дает прироста. И знаете, что самое прикольное? У нас 32 ватта, это полностью загруженный на 2 терабайта M2 SSD. А в гибернации 8 Вт. То есть он очень энергоэффективный. Это прям вообще топ. А вот по рейдам он поддерживает, вот как любой NAS, практически все. T-Rate плюс, Single, GBUD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Но в таких NAS'ах я вот обычно
не заморачиваюсь. RAID 0, конечно, не использую, потому что боюсь все-таки чего-то потерять, но самый простой там RAID 1 можно или T-RAID использовать вообще без вопросов. Слушайте, ну в принципе-то своем, ну все эти поддержки WebDAV, SMB и AFP мы сейчас посмотрим уже в середине, в принципе можем уже переходить на сам NAS и использовать. Теперь смотрите, в настройках я хочу сразу посмотреть на языки, какие у нас есть. Так, поддержка английский, немецкий, французский. Так, есть поддержка русского языка, хорошо. Главный стол рабочий, да, все выглядит как операционная система. Настраивается буквально за там 7-8 минут до вот такого вот состояния после инсталляции дисков, да, как мы с вами уже видели. Я, кстати, ссылки на проверенных продавцов закинул в описании под видео, и вы еще подписывайтесь, пожалуйста, и нажимайте колокольчик. А мы с вами поехали сразу с прединсталлированных приложений. У меня здесь есть главное меню, тут есть какие-то приложения прединсталлированные, есть все приложения, есть у нас, конечно же, центр приложений, откуда мы можем все устанавливать. Справа у нас есть системы уведомлений и мониторинга, например, мы сейчас видим мониторинг, да, это TNAS, F4 SSD, загруженность памяти, загруженность процессора, и видите, там загрузка работает плавно. LAN 1 подключен, с IP-адресом мы видим, и сетевой вывод мы видим использование. Хорошо, идет как раз синхронизация, видим, насколько у нас диски себя ведут, видим, что есть охлаждение, и все, больше нам, в принципе, здесь нечего смотреть. Есть, конечно же, уведомления, но это системные события. Мы их, кстати, можем удалять. Теперь поехали по приложениям. Сразу же интересно, что же у нас там есть. По настройке пойдем в самую последнюю очередь. Если пойти во все, то, конечно же, тут говорится про бэкаперы. Бэкаперов полно, TPC бэкапер, резервное копирование, удобный инструмент для резервного копирования, с графиками копирования, с различными вот моментами того, что наружу можно копировать. Но для Java серверов, страниц Java можно использовать Apache Tomcat есть, у нас есть Aria 2. Теперь Baidu.net Disk, но это не для нас, скажем так. Профессиональный инструмент бэкапа еще один есть у нас, централизованный бэкап. Из того, что можно тут посмотреть еще, смотрите, Cloud Sync, это приложение для синхронизации облачных дисков, давайте его установим. Также у нас есть... Давайте, Duplication Manager, он ищет дубликаты файлов, очень классная тема. Конечно же, докер. Куда мы без докера денемся, это прям вот вообще Docker Engine, агрегатор RSS фидов, ну и такое, Dynamic Domain DNS есть, Jellyfin, это уже у нас, кстати, мультимедиа сервера пошли, есть поддержка Joomla, мультимедиа сервер мы уже установили, настроили. MyWebSQL можно поднять сервер. Дальше, что у нас тут есть? Nextcloud, PHP 8 поддерживается, Portainer. А знаете, что еще есть? Есть вот такая штука, если у вас есть IP-камеры, он совместим практически со всеми IP-камерами. У меня, к сожалению, IP-камер нет, но вы можете из этого NAS-сервера делать систему видеонаблюдения. Есть здесь хронологии, просмотр того, что он записывает. Он будет в режиме реального времени это все записывать. Это просто невероятно, я вам серьезно говорю. То есть вы получаете за эти деньги, какие деньги, вы уже там можете по ссылке посмотреть, сколько он стоит. За эти деньги вы получаете NAS-сервер фактически с вот, классной функцией еще и видеонаблюдения. Удаленного видеонаблюдения. Супер. Дальше. Теперь у нас TNAS for Windows есть. MyPhotos. К фото мы вернемся немножко попозже, но чтобы оно нормально работало, нужно еще включить обязательно индексацию. Это просто вот индекс медиафайлов, где вы указываете, где у вас фотографии, и, конечно же, их индексирует. Вот видите, у меня там сколько фотографий назначить, у меня уже существует. Оно сейчас как раз индексирует, и мы потом посмотрим, потому что они еще не прогрузились. То есть они там есть, он их еще не индексировал, но при этом у нас можно по людям, он пока что, кто это? Это я, да, там он раз уже начал меня выделять, он нашел меня и все мои фотки. Он потом со временем все фотографии выделит, и вот вы зашли там, а там будут все люди, которые есть на фото. Я не показываю других людей, потому что, к сожалению, по политике Google я должен брать разрешение на то, чтобы показывать других. Но по фото здесь это тоже есть. По местам, по недавно добавленным, он как раз начал уже индексацию. В общем-то, есть у нас, смотрите, TerraSync. Очень классная тема, потому что на него есть TerraSync клиент. У него есть тоже синхронизация. Это он конкретно вот от TerraMaster, этот синхронизатор. Плюс у нас есть VPN-сервер. Вы можете поднимать свой VPN-сервер. При этом можете, давайте я его сейчас установлю, вы можете делать здесь все, что угодно в том плане, что вы можете поднять VPN-сервер на все. Вы можете создавать свои шлюзы, свои закрытые каналы, свои закрытые точки
туннели, туннелирование делать. Вообще идеально. Кстати, VPN-сервер. Давайте откроем, посмотрим, что он нам тут предлагает. Он нам предлагает PPTP. Видите, сейчас не включено, вот мы можем здесь включать VPN-сервер PPTP, OpenVPN, L2TP, IPsec, и вы все это сами можете давать, плюс еще с логированием и с различными разрешениями на каждого пользователя отдельно, управлять, давайте закроем эти ивенты, управлять каналами, которые идут через VPN-сервер. Например, вы можете вот этот IP там идет через этот IP-сервер. Это очень-очень тонкая настройка, очень классно настраивать, очень тонко. Есть у нас веб-сервер. Я даже тестово, давайте 8808, я даже тестово сюда создал такой сайт интересный, давайте 102 сейчас. Давайте. Это у нас TOS 6, элементарная игра «Змейка». То есть спокойно мы сейчас... Все, есть. Элементарная игра «Змейка», которая хостится на нашем Terramastер. Видите, у меня разрешение чуть больше, чем сама игра. Но сам по себе факт того, что веб-сайт работает, и вы можете там включать и PHP поддержку, то есть вообще не вопрос. Что-то я там развернул. Давайте закроем его. Смотрите. А здесь у нас есть по дефолту PHP 7.4, но мы можем с вами инсталлировать 8 PHP и будете веб-сервер разворачивать все, что угодно. Docker Manager, конечно же, есть, Elephant Drive, Emby сервер, теперь iTunes сервер, это на протоколе DAP для Apple. Java виртуальные машины, Jellyfin, Maria, QBTorrent, Plex, Transmission. Transmission, я вам сразу говорю, он полноценный. Можно настроить консоль удаленного управления через различные приложения, о которых я в YouTube сейчас про P2P вообще не буду рассказывать. Очень сильно YouTube плохо реагирует, но здесь есть и QBTorrent, и Transmission, родные приложения. Также есть VirtualBox и, конечно же, WordPress, то есть вы можете что-то разворачивать свое, все что угодно, сайты на WordPress. И плюс у нас есть еще и сторонние комьюнити разработки, и там уже можно наставить всего чего угодно. На самом-то деле очень всего много. А вот вернулись в Google Фото, и он здесь уже меня раскидал по разным лицам, там где мы что-то обрабатывали, надо поудалять уже кучу всякой гадости какой-то старючей, да, там. Я вам скажу, очень неплохо. Лица сам на себя не похож, но своих наклепал лиц, но можно это все делать. И фото прогрузил уже, так что управлять фото, создавать свои альбомы, делиться, тоже без проблем Terramastер это все разрешает. Давайте закрывать. Теперь по настроечкам. Сразу идем в настроечки и будем разбирать, что у нас есть. Есть у нас управление правами пользователей, где вы можете добавлять, удалять пользователей, можете группы создавать пользователей. То есть у вас полноценный сервер, где вы можете создавать иерархичную структуру доступа к вашему серверу. Есть общие папки. Кстати, общие папки ISO можно создавать, домен LDAP есть, можно присоединиться к домену LDAP. Есть папки с удаленными доступами, а это уже интересно. Почему? Потому что мы здесь можем добавлять с вами папки облачных дисков. Например, тот же самый Google Drive. Давайте G-Drive создадим. GD, Google Drive создаем. Происходит стандартная авторизация Google Drive, и можем установить облачный каталог, куда мы можем это все дело... Давайте здесь создадим папку GD. Наш Google Drive. Мы можем здесь выбрать папку, которую мы хотим. Давайте выберем сейчас папку. Картинки Бурош. Пускай будут. И все. И будет вообще отлично. И у нас с вами папка, которую мы можем с вами подключить. Вот мы ее включили. Теперь, если мы пойдем с вами в менеджер файлов, то у нас здесь появляется папка GD, в принципе, где мы можем уже работать с Google диском прямо на вашем NAS сервере. Это невероятно удобно. Просто представляете, вы на NAS сервере работаете, при этом вы можете сюда подключать, давайте, OneDrive, Dropbox, Google Drive, pCloud. Все это действительно классно работает. Теперь дальше. По приложениям здесь уже пошло у нас разрешение для приложений. Интерфейс у нас сейчас подключен на 2,5 гигабита. Извините, 5 гигабитного интерфейса у меня нет. Есть 10 гигабитный, но это чуть другое. Давайте попробуем. Нет, 10 нет. Десятка там выделенная, десятка стоит на жесткой привязке. При этом есть поддержка PPP-oE, можно установить модуль Wi-Fi любой VLAN на Realtek 8812 AU либо BU. Есть VPN подключение, мы можем с вами создать PPTP, OpenVPN, либо LTP IPsec, тоже это все отлично, классно делается, и прокси подключение тоже есть. По поводу файловых служб. Samba сервер. Переходим
сюда, и у нас здесь все подключено на Тинасе, Samba сервер. Давайте попробуем чего-то покопировать. С NAS давайте какой-то большой файлик возьмем. Вот. На 1 терабайт. Ну давайте вставим и посмотрим на скорость. Скорость 250 мегабайт в секунду. 250 мегабайт в секунду можете умножить на 8. Давайте мы сейчас с вами сразу же 250 умножаем на 8. Получаем 2 гигабита. Ну, в принципе, как он и подключен. Samba диски работают идеально, то есть достаточно большая скорость, можно все делать. Также есть поддержка FTP, NFS серверов, сервер AirSync и WebDAV можете включать здесь. Плюс есть Telnet SSH и SNMP. Также у нас есть различные службы обнаружения PMP, индексация файлов мультимедиа в частности, но и удаленный доступ, который мы можем включить к TNAS Online. То есть это служба, которая позволяет нам через сервера TNAS получить доступ к нашему NAS серверу онлайн из любой точки мира. Насколько это быстро, все будет зависеть только лишь от вашего внешнего подключения и от того подключения, где вы будете находиться. И есть, конечно же, традиционный DDNS, где вы можете создать, то есть использовать существующего поставщика, либо добавить поставщика вручную, если у вас есть свой, там, грубо говоря, DDNS. Теперь давайте мы будем смотреть, что же мы там наклацали и наустанавливали. У меня сейчас пул носителей, который работает, грубо говоря, BTRFS, блин, твою налево. Теперь дальше. Создал пул, он работает в T-RAID обязательно, то есть у меня сейчас сюда объединены 3 диска, и я вам объясню, в чем фишка. Один из дисков я специально ставил битый, красненький, который был на 300 гигов, вот мы его сейчас увидим, вот он 4-й, он у нас не определился даже. Да, он мертвый по факту, и мне было интересно, как он сюда поднимется, либо не поднимется. Но сам факт того, что вы можете здесь создавать пулы, ну, мы можем удалить этот пул, но я его не хочу удалять, но как это все делается, очень-очень просто. Вот у нас стоит Patriot 128-гиговый, NetAC и Orica. 4-й, к сожалению, у меня мертвый. Вот так вот. Я думал, что нас его подтянет, но, к сожалению, чудес не произошло. Виртуальный диск. Мы можем с вами подключать виртуальные диски. Есть у меня USB устройство. Кстати, блин, он постоянно предлагает это USB копии. Давайте мы, чтобы он не спрашивал больше. Мы видим, что на нем 2 диска разных NTFS и exFAT. Он прошел проверку exFAT, он поддерживает NTFS в том числе. И есть у нас для горячего резерва. Мы можем создать горячий резерв пула первого, например, на USB диск. Это очень удобно. То есть мы можем, грубо говоря, он удалит все данные и будет делать горячий резерв. То есть если вы поставите вот такой же диск по объему, как ваш пул, то по факту он будет делать его копия. А кстати, знаете, что мы с вами не посмотрели? Сколько он поддерживает? Максимально поддерживает 32 гигабайта DDR5, а сколько он пула поддерживает по дискам? Вот если мы что-то вот прогнали, конечно. Вот, 32 терабайта. 4 диска по 8 терабайт. Ну, кстати, прикиньте, тут можно создавать, вообще класс. Теперь дальше, что у нас есть? Гиперкэш. Слушайте, ну мы дело в том, что можем использовать для гиперкэша, хотя в таком NAS я не вижу смысла. Обычно гиперкэш используют, ну так как система одна, обычно гиперкэш используют при NAS, у которых стоят традиционные HDD на 3.5, и туда ставят гиперкэш для ускорения записи и чтения с помощью этого кэша. Там используют там 2 NVMe диски. Ну, у нас есть, конечно же, различные дела по типу оборудования и питания, режимы вентилятора, подключение Wake on LAN, конечно же, поддерживается, подключение к источникам бесперебойного питания, безопасность, сеть и, конечно же, тот же самый мониторинг ресурсов, о котором мы говорили ранее. Только здесь он более расширенный, со всеми службами и портами. Но нам же надо с вами еще проверить мультимедийность. Мультимедийность я вам объясню. Насчет Matrix, если вы смотрите на ТВ-боксах, видите сервер Matrix, то, конечно же, все это делается через Docker Manager. Устанавливается элементарно, не буду рассказывать, те, кто в курсе, в теме, то есть просто возьмите, загрузите здесь, вбейте Торсер в поиске проекта, в поиске контейнеров и будете удивлены, сколько версий Matrix там есть. Главное, что у нас на текущий момент стоит, это у нас мультимедиа сервер, конечно же.
видите, он работает, он сейчас качает что-то, не качает, а индексирует. И есть у нас, конечно же, Plex. Для того, чтобы, где там мой Plex, вот, пожалуйста, Plex мультимедиа сервер, мы переходим на Plex мультимедиа сервер, все здесь работает. Но для того, чтобы нам оценить, насколько это работает, мы с вами включаем наш TV-бокс. Я подключил сертифицированный TV-бокс, и мы должны с вами получить какой-то момент взаимодействия. В частности, вот Plex мы сразу проверяем, будет ли он тянуть, воспроизводить. Это тоже обязательный момент. Да, мы видим, у нас, видите, вот это файлы тестовые, которые я записал на Plex, они здесь есть все. То есть все отлично. Вот, берем, допустим, Dolby Experience, включаем. И оно пошло проигрывать этот тестовый файл. То есть по Plex вопросов нет, я выхожу сразу, чтобы не было претензий правообладателей. Но мы также можем с вами получить доступ через традиционные какие-то методы, например, через там, VLC Player, да, через все что угодно. Хотя у нас есть и UPnP сервер обыкновенный, то есть мы можем зайти и те видео, которые есть, смотреть через UPnP. О, давайте, LG Barcelona 4K через UPnP должен заработать через VLC. Ждем. О, все, заработало, отлично воспроизводится. Это DLNA сервер, чтобы вы понимали. Но кроме DLNA у нас есть еще Samba сервер, где мы можем через Samba сервер смотреть. Вот, пожалуйста, у меня Samba сервер сейчас подключено. Ага, сюда требует у нас доступ. Где-то я еще смотрел, вот. О, сюда я уже зарегистрировался. И здесь мы можем зайти даже вплоть до USB Share. Это диски, которые у нас прямо на Samba сервере. То есть вот таким вот образом, смотрите, мы сейчас прямо отсюда можем зайти там. Вот, давайте тестовый загрузим. Вот, пожалуйста, у нас тестовый 24-кадровый ролик работает, и все, у нас все тоже работает. То есть, я вам скажу, для мультимедиа отличный, потому что в качестве мультимедиа мы можем использовать Samba сервер. Во-вторых, мы можем с вами использовать NFS сервер, ну, например, Yugus и TV-боксы поддерживают. Мы можем с вами использовать Plex, мы можем использовать DLNA сервер, и все это тоже отлично работает. А что еще здесь можно делать? С помощью веб-серверов, вы можете программировать, можете хостить, вы можете, я не знаю, хранить все что угодно. Классно, что вы можете, ну давайте, вот TNAS Mobile у нас есть, я сейчас попробую записать вам, насколько сейчас Android 15 мне даст это все дело делать. А мы сейчас, знаете, как с вами сделаем? Мы сейчас по-другому, мы сейчас включим, наш TV-бокс и затранслируем туда наш смартфон, для того, чтобы вы видели сразу же то приложение, которое мы загрузили. А где мы его с вами потеряли? Давайте, вот он, TNAS. Смотрим, он должен его найти, по идее. Он его нашел. Нам нужно с вами ввести пользователя и пароля. Единичный раз. Запомнить пароль сделаем. И все. И мы получили с вами доступ полностью к нашему вот серверу, да, то есть мы здесь видим видео наши, которые есть, мы можем с вами получить какое-то видео прямо с нас сервера, но не буду сильно злоупотреблять, потому что сильно будут ругаться. При том, что мы можем с вами включить умное управление фотографиями, вот они, пожалуйста, все есть, разбитые по годам, по месяцам, по папкам. Да, там плюс альбом мы можем с вами посмотреть. А вот, кстати, и по людям оно уже распределило. Это вот как раз вот этот вот Terrafoto, которое есть приложение, оно здесь подключено. И здесь мы можем с вами отсортировать по людям. Да, там, например, там мой ребенок, да, моя дочка. То есть все это просто отлично работает. При том, что у нас тут есть сейф, документы, общий доступ, плюс управление файлами в просто. И отсюда мы можем тоже бэкапить, копировать. То есть вы из любой точки мира такие и отправили фотки, например, на свой домашний сервер. И это все тоже отлично срабатывает. Слушайте, ну настолько интересное универсальное решение получилось. Домашний и простой. Через докер можно реализовать полно контейнеров. Можно поднять, допустим, те же самые OpenSpeed тест серверы. И все у вас будет отлично работать. Рекомендую ли я его? Конечно же рекомендую. Ребят, это шикарный. Но давайте понимать, что это не совсем бизнес-решение. Это решение, которое вот для дома. Мультимедиа, фото, бэкапы, какой-то элементарный хостинг, докеры, все что угодно вы можете на нем делать. И плюс хранение, конечно же, и хостинг фотографий. Не хостинг, а хранение фотографий. Отличная замена Google Drive с учетом его сейчас стоимости. Поэтому я действительно его рекомендую. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.